Моника накормила бездомного, который зашел в ресторан, где она работала, но через несколько минут она была потрясена, когда узнала, кем на самом деле был этот мужчина. В тот день Моника была очень голодна. Когда она вернулась из колледжа и направилась в ресторан, где работала неполный рабочий день, она решила купить себе еду на те небольшие деньги, которые у нее были с собой. Поэтому она села за столик и вежливо попросила свою коллегу Джейн принести ей меню. Моника все еще просматривала меню, когда в ресторан вошел грязный, бездомный старик, выглядевший совершенно потерянным. Старик стоял посреди ресторана и озирался по сторонам, как будто даже не понимал, где находится. Все коллеги Моники вели себя так, будто не хотели иметь со стариком ничего общего. Никто из них даже не попытался прийти старику на помощь. Официанты игнорировали бездомного, как будто его здесь и не было. Но только не Моника. Она совершенно забыла о своем голоде, когда поняла, что старику явно нужна помощь. Она встала, подошла к тому месту, где стоял старик, нежно взяла его за руки и подвела к столу. Затем Моника спросила мужчину, чего он хочет. Старик мог только заикаться от голода. Поэтому Моника попросила Джейн принести старику полный обед. Моника заплатила за еду из тех денег, которые у нее были. Поэтому ей самой теперь придется обходиться только водой. Пока старик поглощал свою порцию, Моника попыталась завязать с ним разговор. Но старик только растерянно смотрел на нее. Моника родилась в очень бедной семье. Они жили в маленьком, старом, похожем на хижину доме на окраине города. Затем, когда Монике было всего 6 лет, ее отец, Питер, бросил ее мать Рэйчел с 4 детьми и сбежал со своей молодой любовницей. После этого Рэйчел стало очень трудно одной заботиться о своих детях. Она очень много работала, выполняя любую случайную работу, которая попадалась ей под руку, просто чтобы прокормить семью. Моника всегда мечтала поступить в колледж, но Рэйчел ясно дала понять Монике, что просто не может позволить себе содержать ее в колледже. Но Монику это не остановило, и она очень усердно училась в старшей школе. Удача улыбнулась Монике, и она выиграла частичную стипендию для обучения в престижном колледже по своему выбору. Моника решила изучать медицину, но из-за того, что стипендия была только частичной, Монике все равно приходилось каким-то образом находить деньги на аренду жилья, еду и другие предметы первой необходимости. Поэтому она подрабатывала уборщицей в школе. Затем, всего 2 года спустя, у Рэйчел была диагностирована клиническая сердечная недостаточность, и ей потребовалось очень дорогостоящее хирургическое вмешательство. Операция на открытом сердце обошлась примерно в $18 000. Поскольку Рэйчел просто не могла раскошелиться на такую огромную сумму денег, у нее не было другого выбора, кроме как продолжать контролировать свое состояние. Болезнь вынудила Рэйчел бросить работу, и Монике пришлось взять на себя заботу не только о себе, но и о своей больной маме и 3 младших братьях и сестрах. Это было тяжелым бременем для юной Моники, но она была полна решимости найти более высокооплачиваемую работу, чтобы помочь своей семье. Это было нелегко, и после школы она обошла весь город с резюме в руках, переходя из одного офиса в другой в поисках работы. В конце концов, Моника нашла более высокооплачиваемую работу официантки в модном ресторане. Зарплата была небольшой, но ее все равно хватало, чтобы удовлетворить основные потребности ее семьи. Тем не менее, у Моники была одна первоочередная задача – накопить достаточно денег для маминой операции на сердце. Но при таких темпах это заняло бы много времени. Старик все еще доедал свой обед, а Моника пила воду, когда подошла Джейн и начала насмехаться над ней за то, что она потратила свои деньги на какого-то грязного старика, которого она не знала. Большинство коллег Моники, столпившихся у ее столика, чтобы понаблюдать за странным стариком, присоединились к Джейн и посмеялись над Моникой. Встревоженная выходками своих коллег, Моника сердито встала и отчитала Джейн. «Есть ли что-то плохое в том, чтобы помочь пожилому человеку?»
Даже если из-за этого придется пропустить один прием пищи? Моника громко спросила Джейн, но коллеги продолжали смеяться над ней. Владелец и менеджер ресторана, молодой человек по имени Чарльз, который сам добился успеха, услышал доносящийся из зала смех и решил пойти посмотреть. Он тихо подошел к месту, где столпились его работники, и все еще смеялись. Затем он тихо, но твердо спросил, что здесь происходит. Увидев своего босса, все работники сразу же перестали смеяться. Затем Джейн встала и рассказала своему боссу о том, что сделала Моника. Чарльз подошел к столу, за которым Моника все еще сидела со стариком, и бросил взгляд на бездомного, который все доел и вытирал рот. «Папа!» – закричал Чарльз. Старик сразу же поднял глаза, увидел Чарльза и быстро встал с улыбкой на лице. Чарльз бросился к старику и крепко обнял его. Они оба оставались в крепких объятиях, казалось, целую вечность. Случилось так, что старик по имени Патрик, который на самом деле был отцом Чарльза, долгое время страдал тяжелой формой болезни Альцгеймера. Однажды Патрик просто ушел из дома Чарльза и заблудился в городских лабиринтах, бродя с места на место, ночуя на улице и выпрашивая еду. Вот так он и забрел в ресторан после почти месячного отсутствия. После долгих объятий Чарльз приказал всем остальным своим работникам, которые ошеломленно наблюдали за разворачивающейся ситуацией, немедленно вернуться на свои рабочие места. Затем Чарльз взял своего отца за руку и тепло попросил Монику следовать за ним в его кабинет. Когда они добрались до кабинета, Чарльз рассказал Монике о своем отце и похвалил ее за редкое проявление доброты. Затем он попросил ее рассказать ему о себе. Моника рассказала Чарльзу все, от своих горьких детских переживаний до болезни матери и дорогостоящей операции. Чарльз по-настоящему пожалел Монику после ее эмоциональной истории. Затем он дал ей $1000 наличными и попросил прийти к нему в офис на следующее утро. Моника тепло поблагодарила Чарльза и с радостью покинула его кабинет. На следующее утро Моника снова была в офисе Чарльза. Мужчина без особых церемоний предложил Монике должность сиделки для Патрика. Эта работа предполагала хорошую зарплату, вдвое превышающую ту, которую она получала в ресторане, и ей нужно было навещать Патрика и ухаживать за ним только после занятий в колледже. Моника была вне себя от радости. Она горячо поблагодарила начальника, но Чарльз еще не закончил. Он сказал Монике, что, поскольку она помогла его отцу последними деньгами, которые у нее были, он готов помочь ее матери. Чарльз немедленно выписал чек на $20 000 и сказал Монике, чтобы она потратила их на операцию своей матери. Моника не могла в это поверить. Она чуть не упала в обморок от шока. Трясущимися руками она взяла чек у Чарльза. Затем опустилась на колени и поблагодарила Чарльза, даже назвав его ангелом, посланным Богом. Моника поехала домой, как только смогла, и, вооружившись чеком Чарльза, отвезла маму в больницу на операцию на открытом сердце. Со временем Рэйчел полностью поправилась и снова стала прежней трудолюбивой женщиной. Моника вернулась в город и продолжила учебу, при этом усердно работая сиделкой Патрика. Чарльз был очень рад видеть впечатляющие успехи Патрика под присмотром Моники. Она всегда была очень нежной и доброй со стариком, который сразу же проникся к ней симпатией. Со временем Чарльз по уши влюбился в Монику, которой тогда было 22 года. Ее доброта, ум и красота привлекли его. Моника тоже постепенно, но верно влюблялась в доброго, красивого и умного Чарльза. Между ними все произошло очень быстро, и вскоре Чарльз и Моника начали встречаться. Год спустя влюбленные поженились. После свадьбы Чарльз постепенно помог всей семье Монике выбраться из нищеты. Он снял квартиру получше для Рэйчел, братьев и сестер Моники. Затем, благодаря своим связям, он нашел Рэйчел высокооплачиваемую работу. Все братья и сестры Моники учились в лучших школах.
Для Моники и ее семьи это была действительно безоблачная история. И все благодаря доброте Моники и благодарности и щедрости Чарльза. Дорогие зрители, если бы вы были на месте Моники, помогли бы вы бездомному старику так, как это сделала она? Не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.